12 октября, воскресенье. Всем привет, с вами Руслан Невиев. Это очередная сводка с войны. Как всегда, по традиции начнем с фронтов. В Сумской области продолжаются медленные качели. Если в конце лета, в начале сентября продвижения были у украинских сил, когда они отбили часть позиций в районе Кондратовки, то теперь российские войска по новой захватили позиции в районе Новониколаевки. Исследователь, действующий в Телеграме и Твиттере под никнеймом Playfra, пишет, что украинские силы смогли покинуть Склебан-Быкский карман, переправившись через водохранилище на лодках. Он не объясняет, каким образом он пришел к таким выводам, но предположу, что ему об этом сообщили источники. Потому что он довольно-таки часто в своих соцсетях пишет призывы к украинским военным делиться с ним информацией. При этом оставленные позиции пока не заняты российской пехотой. Чуть восточнее, между населенными пунктами Александра Шульцина и Ивана Поле, шли активные бои всю неделю. Российские военные пытаются расширить и выровнять линию фронта к югу от самой Константиновки, что постепенно у них получается. Отдельная история с Добропольским прорывом. Я считаю, что можно констатировать, что украинским войскам не удалось его срезать, и теперь российская армия практически восстановила периметр прорыва в максимальной его конфигурации, которая была под конец лета, и расширяет дальше. Если вы посмотрите на карты украинского мониторингового проекта Deep State, то вы по-прежнему увидите там как минимум два как будто бы окружения российских военных. Первое – это в Кучеровом Яру, а второе – между Новым Шахово и Шахово. В действительности окружений, как таковых, нет. И там не просто есть логистическое сообщение с этими как будто бы отрезанными участками, но с них российские войска еще и расширяют свои позиции. Кстати, Никаноровка, про которую я рассказывал в прошлой сводке, теперь на Deep State тоже закрашена под российским контролем. С таким вот почти двухнедельным запозданием, но закрасили. Также по отметкам прилетов российских авиабомб и по геолокации отдельных российских атак мы видим, что российские военные снова доходят до Золотого колодезя, атакуют его и пересекают главную линию обороны Донецкой области, которая в прессе часто фигурирует под названием «Новая Донбасская линия». Осень принесла дождливую погоду, а это тоже важный фактор по войне, где основным средством поражения обеих сторон являются беспилотники. В дождь практически невозможно летать, а туман становится естественным укрытием для перемещения войск и даже техники. И вот этим каждый раз активно пользуются российские силы, и поэтому на этой неделе мы увидели сразу несколько механизированных атак в разные дни со стороны района Байковки и Новоторецкого в сторону Владимировки. В этих атаках участвовали танки, боевые машины пехоты и мотоциклы. Есть кадры поражения всей этой техники, но многие пишут, что пехоте удалось спешиться, и часть из них попряталась на позициях. Кстати, обратите внимание, какое двустороннее движение получается. Ровно на этом же участке местности, только в обратную сторону, со стороны Владимировки в сторону Новоторецкого, уже несколько недель пытаются атаковать украинские войска. Правда, сейчас ситуация для них там сильно осложнилась, потому что российские военные дошли до села Софиевка, к северу от Владимировки, тем самым как бы взяв в полуокружение силы армии Украины. И в целом получаются такие клещи на клещи, как мы это назвали на летучке нашей команды. С одной стороны, есть украинские клещи. Вы можете увидеть их на публично доступных картах, например, в проекте Deep State. Они выглядят как направленные навстречу друг другу атаки со стороны Владимировки в сторону Новоторецкого, вдоль реки Казиный Торец, и со стороны Новоэкономического в сторону Разина. С другой стороны, есть российские клещи, которые не видны на большинстве карт, но они есть. Выглядит это как взаимонаправленные атаки со стороны островка российских сил в районе Нового Шахова по направлению на Шахово и атаки со стороны Полтавки в сторону Софиевки, про которую я говорил в прошлой сводке. У издания «Украинская правда» 2,5 недели назад был хороший материал про то, как изначально случился Добропольский прорыв. Советую почитать. Авторы материала поговорили с украинскими военными, воюющими на этом направлении. Среди прочих важных моментов я бы отметил то, как вело себя украинское командование, когда ситуация прорыва еще только назревала. Опять же, это все со слов украинских военных. Они говорят, что командиры отказывались признавать серьезность ситуации. А когда появлялись данные о проникновении российских солдат в тылы, то отмахивали словами, что это просто 2-3 калеки, которых уже явно добили украинские дроны. И ровно то же самое мы слышали и в публичной среде. Вспоминают журналисты и статьи New York Times про Deep State от конца августа. В ней авторы украинского мониторингового проекта признались, что решили не торопиться отображать на картах реальную ситуацию с Добропольским прорывом, потому что это могло повлиять на переговорные позиции Украины, по их мнению. Поэтому я и говорю, что подсчеты темпов продвижения российских войск по картам – абсолютно бесполезное занятие,
практически не дающие какого-либо понимания войны. А уж тем более, когда это подсчеты за неделю. Типа, за эту неделю там продвижение российских войск был такой, а вот за эту – секой. Еще одна важная точка на Покровском направлении – это город Мирноград. К нему приближаются российские войска с 3 сторон. Во-первых, они снова захватили Новоэкономическое и атакуют в сторону Мирнограда. Во-вторых, село Красный Лиман к северу от города. А также они продвигаются в районе села Московское, что является южным флангом атаки на Мирноград. На юге Донецкой области российская армия смогла захватить села Новогригоровка и Нововасильевское. Идут атаки на Успеновку через реку Янчур. А также есть продвижение в районе Полтавки. Взаимные попытки погрузить друг друга во тьму продолжаются. Почти каждый день мы видим атаки по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. Во Львове, например, из-за этих атак пришлось отложить на несколько недель начало отопительного сезона. На атаки по объектам энергетики тратятся в том числе такие дорогие средства поражения, как баллистические ракеты «Искандер» и «Кинжал». Например, в ночь на пятницу их применили аж 16 штук, а их умеют перехватывать только американские «Патриоты» и французские «Сампте». Много я комментировал и выражал свой скепсис в отношении масштабов производства новых украинских ракет «Фламинго» от компании Firepoint. На этой неделе мы столкнулись со вторым случаем применения этих ракет, в этот раз по российской территории. Неизвестно, что именно было целью этих ракет и в каком регионе их перехватили, но российские зет-блогеры продемонстрировали фотографии обломков ракеты. Если верить Алексею Воеводе, который сам является вроде как бывшим военным и по-прежнему близок к ним, «Фламинго» было запущено несколько штук, что, в принципе, все равно ничего не говорит нам о масштабах их производства, потому что с предыдущего применения прошло аж 1,5 месяца. Как и в случае с российскими крылатыми ракетами Х-101, которые успешно перехватываются множеством видов систем противовоздушной обороны, «Фламинго» тоже довольно-таки проста для перехвата, учитывая ее огромные физические размеры и относительно невысокую скорость полета. А вот другой вопрос – есть ли у вас комплексы противовоздушной обороны на том направлении и том маршруте, где летит ракета? И вот это становится ключевым вопросом взаимодействия с американской разведкой. Помните, мы еще неделю назад обсуждали новость, что американская разведка будет помогать Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Вот как раз помощь в прокладывании безопасного маршрута для ракет «Фламинго» они могут оказать. Пока что, как видите, страдает от таких атак в основном Белгородская область, но и еще немного Брянская. В Киеве в результате атак уже были отключения электричества, а в Москве пока тихо. Помимо ударов по множеству гидроэлектростанций, Россия на этой неделе взяла за постоянную практику бить по железнодорожным локомотивам. И такое мы видим впервые по этой войне. По движущимся локомотивам били и раньше, но это было для того, чтобы остановить поезд, а дальше бить по вагонам с военным грузом или топливом. А вот здесь мы видим явно вырисовывающуюся кампанию по уничтожению локомотивов. И этот замысел мне совершенно непонятен. Это примерно как с вопросом уничтожения мостов. Казалось бы, идея понятна. Нету мостов, нету логистики и снабжения. Но, учитывая, что мосты – это капитальные сооружения, их очень тяжело разрушить, а общее их количество огромно, то это становится абсолютно нерешаемой задачей. То же самое и с локомотивами. Их не десятки, и даже не сотни. Их больше 1000. Поэтому даже если перевести приоритет ударов с объектов энергетики на локомотивы, то для нанесения существенного урона потребуется минимум год. И то при условии стабильно успешных попаданий. И опять почему-то особое внимание российская армия уделяет именно Черниговской области. Еще неделю назад была массовая атака по западным регионам Украины. Было применено множество беспилотников. И вот что интересно. В этот раз никакие беспилотники не улетели в Польшу или Румынию. Хотя я не сомневаюсь, что украинские воздушные силы, как и всегда, использовали глушилки и средства противовоздушной обороны. Это дополнительно подтверждает, что когда десятки российских «Гербер» улетели в Польшу, они туда улетели не из-за действия глушилок или систем противовоздушной обороны. И приближение зимы ознаменовано не только кампаниями ударов по энергетике, но и вопросом того, как будет развиваться война зимой. По сравнению с прошлым годом она заметно поменялась. Как я и говорил в начале, теперь главенствующую роль в плане оружия играют беспилотники. Все лето от них укрывались, ну или пытались укрываться, с помощью листвы деревьев. Теперь же ее становится все меньше. И с одной стороны, я вижу рассуждение о том, что это затормозит продвижение российских сил. Но с другой стороны, и украинским войскам будет сложнее обороняться. Загадывать, как оно действительно пойдет, я не берусь. Но предполагаю, что чем ближе мы к концу года,
тем менее заметными будут становиться изменения по линии фронта. И по большей части не потому, что стороны выдохлись, а потому, что станет в разы сложнее перемещаться по территории и негде будет укрываться от беспилотников. Во второй половине недели я встретил много новостных заголовков о том, что Владимир Путин признал ответственность России за сбитый в декабре прошлого года азербайджанский самолет и якобы даже извинился. Я смотрел видеовстречи Владимира Путина и Ильхама Алиева, и я не готов согласиться с такими заголовками. Если кратко подытожить, что сказал Путин, то все сводится к тому, что была украинская воздушная атака, российский комплекс противовоздушной обороны ввел несколько украинских беспилотников, в самолет он не целился, самолет он не поражал. Просто ракеты ПВО самоликвидировались в воздухе, и именно обломки уничтоженных ракет, а не их поражающие элементы из боевой части, столкнулись с пролетавшим мимо азербайджанским самолетом. Мне кажется, что тут полшага до комментария «сами виноваты, что вы лезли под горячую руку». Он не принес извинений и не признал ответственности России за крушение самолета. Мне кажется, правильнее будет говорить, что он признал причастность систем российского ПВО к крушению самолета. Если посмотреть на фотографии обломков самолета, то там на фюзеляже видны характерные отметины от попадания готовых поражающих элементов взорвавшихся зенитных ракет. И в целом зенитные ракеты именно так и работают. Они не врезаются в цель, а взрываются около нее, создавая облако поражающих элементов, в которое попадает цель. Так что у нас нет никаких сомнений, что российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» отработал штатно. Никаких технических проблем тут не было. На какую цель его навели, ту он успешно и поразил. И никаких механизмов самоликвидации ракеты задействовано не было. Такое ощущение, что как будто бы Алиев позволил Путину хоть чуточку сохранить лицо, чтобы не говорить уж совсем напрямую, что да, наши ПВОшники такие косорукие, спутали относительно немаленький самолет с беспилотником и ударили по нему, убив ваших граждан. И, возможно, в какой-то отдельной приватной беседе Путин, может быть, даже и извинился перед Алиевым. Но извинения должны быть ведь принесены перед всем азербайджанским обществом, и особенно перед семьями погибших и раненых. Чего сделано не было. Хоть не отказались выплачивать компенсации. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Если хотите поддержать команду CIT, то все ссылки будут в описании. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока.